Всем доброго дня! Это снова я, и с вами студия «Домашние рецепты». Как я и обещала, хочу поделиться еще одним моим летним рецептом творожно-малинового торта. Полный список ингредиентов вы сможете увидеть в конце видео. В первую очередь нам нужно приготовить бисквит. Он у нас будет с легкой цитрусовой ноткой. А теперь давайте приступим к приготовлению. Берем 60 грамм сахара. Разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли. И хорошо взбиваем до очень плотного состояния. В классическом бисквите самое главное хорошо взбить яйца. Как вы видите, взбивать нужно вот до такого состояния, чтобы масса стала светлой и увеличилась в объеме. Для цитрусового аромата к взбитым яйцам добавляем сок и цедру лимона или лайма. В 2 приема добавляем муку. Осторожно перемешиваем. Обратите внимание, тесто должно сохранить воздушность, поэтому долго вымешивать не нужно. Перекладываем тесто в заранее подготовленную форму и выпекаем 20-25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Пока готовится бисквит, подготовим творожный мусс. Для него нам понадобится 150 мл молока. Пакетик ванилина массой 1,5 грамма. В молоко добавляем сахар и отправляем на плиту, нагреваем до полного растворения. В горячую массу добавляем набухший желатин. Желатин я приготовила заранее, замочила 10 грамм на 180 мл холодной воды и нагрела до полного растворения. Перемешиваем. Желатиновую массу отправляем в глубокую миску и добавляем 360 граммов творога. Хочу обратить ваше внимание, что творог должен быть комнатной температуры. Если творог будет холодным, то масса начнет раньше времени становиться желеобразной. Взбиваем блендером. Масса должна быть однородной, без крупинок творога. Творог лучше использовать мягкий, пастообразный. Пока творожную массу оставляем в сторону и начинаем взбивать сливки до мягких пиков. Объединяем их с творожной массой и перемешиваем до однородности. Нежный творожный мусс готов. Теперь мы вернемся к нашему бисквиту. Наш бисквит готов. Готовому бисквиту даем остыть какое-то время. Обычно я срезаю верхний слой, чтобы поверхность была ровной и мягкой. Сегодня я этого делать не буду, потому что наш бисквит получился очень тонким. Чтобы бисквит был мягким и сочным, я просто смазываю его сливками. В сливки вы можете добавить ароматизаторы, ликер или сироп, все на ваше усмотрение. Выкладываем бисквит в будущую форму для торта. У меня она в диаметре будет больше, чем сам бисквит. Бортики формы обязательно оборачиваем бумагой для выпечки. Далее на пропитанный бисквит выливаем творожный мусс. Распределяем равномерным слоем и выгоняем ненужные пузырьки воздуха. Теперь торт нужно убрать в холодильник примерно на 2 часа, для того, чтобы творожный мусс схватился.
В это время вы можете промыть и просушить малину. Нам понадобится примерно 200 грамм малины. Творожный мусс уже схватился, и мы можем начинать распределять сверху малину равномерным слоем. Далее малину заливаем заранее приготовленным вишневым желе. Вы можете приобрести готовое желе в магазине, но я готовила его сама. Вишневый сок примерно 180 грамм, добавляю 10 грамм обычного желатина, нагреваю и размешиваю, пока не растворится желатин. Теперь заливаем желатин в форму. Обратите внимание, желатин должен полностью покрывать ягоды. Убираем торт в холодильник минимум на 3 часа, желательно на ночь. Итак, наш торт готов. Вынимаем его аккуратно из формы и можно подавать на стол. Разрезаем и смотрим, что у нас вышло. Как вы видите, наш десерт получился по-летнему освежающим. Нежный, легкий, мягкий. Ароматная малина, воздушно-творожный мусс с легкой цитрусовой ноткой придают нашему торту по-настоящему непередаваемый вкус. Я рекомендую вам попробовать этот рецепт. Я уверена, он вам понравится. Жду от вас отзывы и комментарии. Всем спасибо за внимание. С вами была студия «Домашние рецепты». Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться. Увидимся в следующих сериях.